Александр Иванович, начальник отрасли Кровников Павел Евгеньевич. Прошу вас. Командир групп, прапорщик. Хотел бы вас поблагодарить за этот подарок. Значит, всегда всем приятно получать подарки, это само собой разумеется, но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, так, а именно на святыни, которые, по сути дела, спасли вам жизнь, поскольку здесь следы от пуль, которые вошли вот в эти иконы, защитившие ваше здоровье, вашу жизнь. И вы мне их прислали в подарок. Это вызывает особые чувства, когда Михаил Юрьевич мне это передал. Не скрою, у меня сразу возникло желание поблагодарить вас, встретиться с вами и сказать самые добрые слова. И прежде всего хочу вас поблагодарить за службу Родине, за службу Отечеству. Вам большое спасибо. Я вот эти вещи не собрал. Я со своей стороны тоже приготовил для вас сувениры. Надеюсь, тоже вам понравится. Ну и мы потом поговорим. У нас есть? Да, пожалуйста. Пойдемте, спасибо. Руслан, привет. Здравствуйте. Как себя чувствуешь? Хорошо, спасибо. Ну, дай Бог. Я с ребятам уже говорю. Мне очень было приятно эти подарки ваши получить, потому что они имеют особую ценность для вас и для меня. Это то, что вашу жизнь спасло. Вот. Мне сейчас только доктор рассказал о ранении. Ну, слава Богу, все обходится так, как обходится, все будет нормально. Да, в известном смысле повезло. Я тоже вам принес свои сувениры и подарки. Сейчас передам. Вот, вас хочу поблагодарить. Я уже ребятам сказал, вашим тоже друзьям, что прежде всего поблагодарить за службу Отечеству и пожелать выздоровления. Спасибо большое. Мы еще с ребятами поговорим, а потом я зайду к вам еще. Да, хорошо. Хорошо. Спасибо. Есть. Я приветствую. Ребята, проходите. Проходите. Садитесь. Еще зайдем, тоже чайку принесу. Дай Бог, чтобы он поправился и побыстрее. Вот сейчас только что доктор сказал, что у всех у вас есть ранения. И хочу что подчеркнуть. Я уже много раз говорил, и говорю это сознательно, с полным основанием. Все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, на войне, они все ведут себя героически, вы понимаете. Прилететь может в любую секунду и куда угодно. Вот. Но все-таки штурмовые отряды, все-таки спецназ и войсковая разведка, такие люди, как вы, это все-таки требует особой закалки, это требует особого характера. Это очевидные вещи, просто очевидные. И мне очень приятно отметить, что у нас есть такие люди, как вы. Вам большое спасибо. Ну, вы знаете, что ваши усилия даром не проходят. Ситуация в целом в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно. Ваши товарищи боевые на всех участках идут вперед, действуют активно. В 2 местах, как вы знаете, публично мы уже сказали об этом, в 2 местах, в городе Купянске и городе Красноармейске,
противник оказался блокированным в окружении. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, Андрей Иванович, не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, и с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так как они это когда-то сделали в Азовстале. Такая возможность у них будет. Нас беспокоит только одно, чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Мы готовы в определенные точки их подвести, с тем, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное – это избежать провокаций с украинской стороны, с тем, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно, мы, наоборот, готовы сделать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона. Это вот первое, что хотел сказать. То, что вы воюете достойно на своем участке, это очевидно, но я думаю, что для вас важно, что происходит в целом на линии боевого соприкосновения, на линии фронта. А там вот такая ситуация складывается. Ну и то, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу. Но не менее важно то, что мы за решением вот этих важнейших текущих проблем все-таки не забываем и о совершенствовании и укреплении нашего стратегического потенциала. Тоже слышали наверняка, совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали. Преимущество заключается в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в 1000 раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке. В 1000 раз. Но самое-то главное даже не в этом. Самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение. Но и в народном хозяйстве мы сможем это применять, в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать. И даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах. Так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве в будущем. Но и это еще не все. Вы должны это знать. Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса. Это подводный безэкипажный
безэкипажные подводные изделия «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех, потому что, ну, кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении буревестника, здесь тоже минимальные размеры. Здесь, если там в 1000 раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в 100 раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует. Вот, ну, мне кажется, что вам тоже это важно, да? Вы там воюете на фронте, жизнью рискуете, и, конечно, думаете, ради чего вы это делаете, насколько страна готова будет подхватить то, что сделаете вы, рискуя жизнью и здоровьем, защищая Родину, да? Насколько она в состоянии будет дальше идти вперед, укреплять свою обороноспособность, и вообще в целом укрепляться. Ну вот это тоже такие элементы, связанные с этой работой. Вам еще раз огромное спасибо. Так, если кто-то что-то хочет сказать, пожалуйста, скажите. Если нет, то мы попросим камеру удалиться, и потом с вами просто поговорим по душам, что называется. Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите обратиться к командиру группы прапорщик Лексин. У меня вопрос касается преемственности традиции служения России. То есть у меня в семье меня назвали родители в честь моего дедушки Лексина Ивана Григорьевича. Также у меня отец военнослужащим был, который закончил службу в Монголии. Я продолжаю их традиции. ВДВ служил? Так точно. Он первый год службы служил в Литве, в Алетусе, и потом в Рязанском воздушно-десантном училище. То есть я продолжаю как бы их традиции. Когда у нас есть свободное время, мы, конечно, пытаемся донести до личного состава подвиги наших дедов, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, как они воевали на территории Украины. Особенно мне запомнился подвиг наших разведчиков, уроженца Тамбовской области, который был одним из разведчиков в группе, одним из первых переправились на правый берег Днепра. Сергей Митрохин, то есть находился в данной группе. Благодаря его активным действиям и грамотным действиям он прочистил проход до окоп немцев. Они заняли позиции, отстояли эти позиции. Бой длился в течение 3 часов, пока не подошли основные стрелковые силы. И благодаря его грамотным действиям, то есть в 20 лет он стал героем Советского Союза. Подвиги наших дедов нашли широкое отражение в кинематографе, в литературе. Мне бы хотелось просто, чтобы подвиги наших современных разведчиков, современных спецназовцев, а также других военных специальностей также нашли очень многое свое отражение. И что касается именно темы специальной военной операции в кинематографе, в литературе, так как рано или поздно нас все равно сменит подрастающее поколение. Вы абсолютно правы. Первое, и я сейчас скажу об этом тоже дополнительно 2 слова. Спасибо, что вы
это затронули. Ну, во-первых, это я не уверен, что вы знали в деталях, как воевал ваш дед, правда? Это же вот Конечно. недавно Ну, только вот пришли, правда? мне сегодня Из архива, да? благодаря министру обороны, да, Вот смотри, вот не знал, да, что дед так воевал, а сам воюешь так же, как дед. стараюсь. Да, но это о чем говорит? Это в генах у нас, понимаете? Не зная даже... Я вот совсем недавно прочитал про своего там дядю, да, который воевал там в войне. Тоже в Приморье был, когда мне губернатор дал, из архива достал. И я не знал, что это в Приморье. Вот. Посмотрел, как он воевал, как другие там воевали. Да? Посмотрел, как там, то, что мой дед писал своему сыну на фронт. Там, да? Я этого ничего не знал. Но понимаете, а у нас это есть. У нас это есть. Это никуда не денется. Но вы правы абсолютно в том, что мы должны знать вот, такую историю. Эта героическая история наша, она нас укрепляет. Это абсолютно точно. И об этом надо говорить. Вот сейчас сказали про фильмы, там, про различные там, телевизионные сюжеты. И я тоже так же считаю, как и вы. Я посмотрел ваше, один из ваших боев, там, бой ваш, там, был под мостом. Мостом, да. Ну, если там все написано так, как написано, я думаю, так и есть. Там почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди, перед собой мины разминировать, которые были там. Так я понимаю? Так точно, на высоте это. Ну, вы представляете, да? Ну, это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа. Ну, а что же, как нет, да? Ну, так и есть. А те иконы, которые вы мне подарили, в которые пуля вошла и спасла вам жизнь, это же тоже история для фильма, для чего угодно. И, конечно, а таких историй у нас сколько? Вот вы здесь сидите, мы поместились за одним столом, но вы же сами знаете, ребята-то воюют, у нас такие подразделения немало, да? И, надеюсь, они все нас сейчас услышат. Мы не можем все оказаться за одним столом, но мы знаем о их работе боевой, о их подвигах, знаем и помним. И страна должна знать ее. Я с вами полностью согласен. Мы обязательно будем это делать, нацелим обязательно наших людей, которые занимаются творческой работой. Но я вам скажу, вы, наверное, тоже видели, те же там журналистов, военных корреспондентов. Они что ж там под пулями ходят и потери несут. И эти люди, конечно, будут с удовольствием делать то, от души, причем от сердца будут делать то, о чем мы сейчас сказали. Так и будет. Младший сержант Великин, заместитель командира группы специального назначения подразделения бригады разведки. Владимир Владимирович, наша бригада, относительно молодая, летом 2014 года сформировалась. Сначала НСУ, весь командный состав, рядовой состав мужественно, самоотверженно проявляет себя при выполнении поставленных боевых задач. И как результат вы сами видите данный фрагмент нашей поставленной задачи. Во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы многим подразделениям, специально разведывательным подразделениям и частям, было присвоено звание гвардейских. Среди нас, не все, но большинство служили в частях с почетным званием гвардейской. И мы были бы очень рады и горды, если вы рассмотрите предложение о присвоении нашей 127-й отдельной бригады разведки почетного наименования гвардейской. Договорились, так и сделаем. Спасибо. Что-то еще, ребят? Спасибо. Да, это мои сувениры. Такой офицерский подарок. И это тоже соответствующий материал. Небольшой, если это не официальный наградник, это герб Российской Федерации. Спасибо. Благодарю. Поправляйся. Спасибо большое. Звонящий, ребят просят сфотографироваться.
Так давайте тогда. И отсюда можно поснимать.